Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы уделим внимание ретроградному Меркурию, который пройдет у нас с 10 мая по 3 июня 2022 года. Обращаем внимание, что мы немножко заранее решили выложить это видео по одной простой причине, что нам на электронную почту очень много приходит вопросов, а что делать с ретроградным Меркурием, на какие моменты стоит обратить в жизни внимание и так далее. И, пожалуйста, просмотрите это видео от начала до конца, и, конечно же, вы поймете, насколько опасно для кого-то или кого-то не опасно именно сам ретроградный Меркурий. Итак, давайте начнем с того, что с 10 мая по 3 июня нас с вами ожидает очередной период ретроградности Меркурия. Смотрите, сегодня 7 мая, и мы уже видео записали. Обращаем ваше внимание, что в какой-то степени Меркурий уже зашел в петлю, и влияние некоторые люди уже могут ощущать и 6 и 5 мая. Меркурий, друзья, это планета достаточно быстрая и, к сожалению, попадает намного чаще в положение ретроградности. В среднем год от 3-4 раза мы можем слышать о ретроградном Меркурии. Дело в том, что когда ретроградный Меркурий, особенно в Близнецах, вы знаете, очень сложно будет доводить любые дела до конца. Поэтому постарайтесь в этот период с 10 мая по 3 июня покупать вещи только у проверенных продавцов. Если вы покупаете через онлайн-магазины, то обязательно читайте только реальные отзывы, ищите информацию. Не обращайтесь ни в коем случае за консультацией к незнакомым, новым для вас людям, потому что, к сожалению, велик шанс нарваться на людей, которые могут вас обмануть и взять деньги, но не оказать услугу или не продать товар. Обращаем ваше внимание, что во время ретроградного Меркурия обязательно разберите залежи тех вещей, которые есть у вас в доме или в квартире. И не забудьте уделить внимание балкону и своим кладовкам, потому что, как правило, к балкону, кладовкам мы вообще не заглядываем, мы там все складируем целыми годами, и это приводит не всегда к хорошим в конечном итоге результатам. А также постарайтесь вот с 10 мая по 3 июня сделать все дела, которые вы постоянно откладывали. При этом вне зависимости, что это касается вашей работы, или касается отношений, или касается, например, что-либо связанное с вашим домом. Если вы бросили в свое время обучение, то вернитесь к обучению, которое вы в прошлом забросили, и, возможно, сейчас вам нужно к этому вернуться, и это принесет вам новые знания, новый опыт, и, возможно, со временем уже после 5 июня отразится даже по вашим деньгам. Обязательно старайтесь повышать квалификацию, особенно если вас руководство приглашает на повышение квалификации, отправляет на какие-то семинары, тренинги и так далее. Если есть возможность и время, возможно, вам нужно пересмотреть какие-то вебинары, уроки, для того, чтобы понять, что вам дальше делать. Также пересмотрите и переделайте те дела, которые вы не завершили в прошлом. Кстати, устраивайтесь сейчас, если вот вы будете устраиваться в этот период во время ретроградного Меркурия, устраивайтесь только, пожалуйста, на сезонную работу, потому что вы все равно задержитесь недолго. К сожалению, ретроградный Меркурий, он так влияет. Также в этот период, если вы планируете отправляться в новые какие-то места, открывать для себя что-то новое, лучше отправьтесь именно в те места, где вы уже раньше бывали. Постарайтесь навести в это время порядок в своем компьютере, рассортируйте файлы, картинки, рисунки и так далее. А также постарайтесь в это время пообщаться с людьми, которых вы давно не видели и не слышали. Очень важно, чтобы вы поработали со своим прошлым, потому что если вас что-то постоянно возвращается к вам в голову, какие-то мысли, что-то неясное для вас самих, поработайте со своим подсознанием и
обязательно подумайте о том, почему вы поступили в то или иное. Также на период ретро-меркурия постарайтесь все-таки вернуться в свое прошлое, пересмотреть какие-то, возможно, свои решения и постарайтесь исправить ошибки и какие-либо недочеты, которые у вас были. Что может произойти во время ретроградного Меркурия? Ну, во-первых, давайте вернемся к транспорту. Могут быть задержки транспорта, могут быть какие-то поломки мелкие. Также могут быть в этот период проблемы со связью, с гаджетами. Особенно, возможно, вы можете замечать, что, например, ваш телефон, ноутбук или планшет может тормозить, виснуть, вообще отключаться. Знаете, так влияет ретроградный Меркурий. Также обращаем ваше внимание, что во время ретроградного Меркурия увеличивается вероятность ошибки в документах и может быть какая-либо задержка в документообороте. Поэтому, если, например, вы финансист, вы экономист, бухгалтер, обязательно перепроверяйте документы, или вы адвокат, юрист, также перепроверяйте цифры, документы, потому что со временем это может отразиться не очень хорошо. А также обращаем ваше внимание, что в этот период люди становятся более нерешительные, и все эти договоренности, которые были ранее, они могут срываться. Также может быть потеря какой-либо информации, документов и также денежных переводов. Поэтому постарайтесь все сделать до ретроградного Меркурия или уже после. Также в этот период могут возвращаться люди из прошлого. И не обязательно, что они идут к вам с какой-то плохой информацией, просто, возможно, вам это неприятно, и вы бы не хотели. Но вы таким образом должны понимать, что вы проигрываете какие-то дополнительные ситуации. Также информация искажается в этот период, при этом в любой сфере активизируются мошенники, поэтому если вам звонят как будто бы с банка и говорят, что у вас карточка заблокирована и дайте нам пин-код, пожалуйста, не думайте, лучше перезвоните напрямую в банк и решите эти вопросы или через приложение и так далее. Также может быть много обмана, то есть если вы знаете, что так не может быть, не ведитесь, даже если вам говорят, что только так и никак иначе. У вас есть интернет, у вас есть телефонная связь, вы всегда можете позвонить, проговорить и узнать. Также людям будет сложно сконцентрироваться. Многие из нас станут забывчивыми, необязательными, и таким образом между людьми будет происходить какое-то недопонимание. Поэтому, если вы друг друга с кем-то не понимаете в семье, среди родственников, не злитесь. Вы должны понимать, что так Меркурий влияет на людей. Также постарайтесь не рисковать и, как мы уже говорили, перепроверяйте все по несколько раз. Это очень важно, потому что те люди, которые не перепроверяют, знаете, происходит какая-то магия с документами, с договорами, с контрактами и так далее. Также обращаем ваше внимание, что Меркурий сам по себе это не злый день. Он не приносит какие-то там несчастья, какие-то проблемы, депрессии. Он, знаете, он создает нам препятствия и мелкие проблемы. И даже во время ДТП в рамках действия ретроградного Меркурия не крупные и чаще без жертв. Конечно, такое бывает. Поэтому обращаем ваше внимание, что просто ретроградные планеты, они меняют привычный уклад жизни и таким образом внося определенные коррективы всему того вот функционалу, который нас, людей, окружает. Поэтому в этот период могут всплывать ошибки, которые были при этом допущены ранее, и вы их должны исправить. То есть во время ретроградного Меркурия, вот если выявилась какая-то проблема, независимости на работе, дома, что-то поломалось, старайтесь отремонтировать, сделать. Гаджет у вас не включается или ваш телефон постоянно виснет, не расстраивайтесь, ладно, отложите телефон, через минут 5-7 включите, у вас все заработает. Вот так влияет, к сожалению, именно сам ретроградный Меркурий, и мы ничего не можем с этого поделать. Поэтому нам нужно подстроиться под эту ситуацию и двигаться дальше.
Что мы рекомендуем не планировать в ретроградный Меркурий? Ну и начинайте, конечно же, новые проекты. Не подписывайте новые контракты, договора. Если вы будете подписывать, то перепроверяйте, отдавайте на аудит своим адвокатам, юристам, экономистам, бухгалтерам, но перепроверяйте, потому что могут быть ошибки. Также не старайтесь покупать новую технику, автомобиль и не отправляйтесь в какие-либо незапланированные поездки. Вот, друзья, что мы хотели сказать по поводу ретроградного Меркурия. Как вы видите, не все так страшно и опасно. Просто ретроградный Меркурий, он нам выявляет наши недостатки, наши ошибки, наши моменты, которые мы должны с вами исправить. И вот здесь очень важно, чтобы каждый из нас понимал, что ему нужно сделать для того, чтобы сделать те или иные изменения в своей жизни. Если вы зациклены, что у вас ничего не будет получаться во время ретроградного Меркурия и так далее, то, конечно, так оно и будет. А если вы будете стараться изменить себя, свое окружение, будете, допустим, вы 100 лет не общались со своей какой-то знакомой, да, здесь она в вашей жизни появилась, вам неприятно одна, потому что в свое время плюнула в душу, что-либо сделала не очень хорошее, написала кляузу тоже, неважно, да, попытайтесь ее простить вот внутренне, не надо ей даже в глаза об этом говорить, простите ее внутренне и с улыбкой идите дальше. Это, знаете, очень важно вот именно во время ретроградного Меркурия понять, простить и двигаться дальше. Потому что все люди, которые встречаются на пути, это просто наши попутчики на какое-то время. И они к нам возвращаются. Возвращаются в том случае, если мы не готовы изменить свою жизнь, если мы не готовы поменять себя. Это очень важно. Многие люди, когда видят зло от других людей, становятся, вот знаете, считают, что они являются судьей, который может навредить другому человеку. Но вы должны понимать, что бумеранг, он всегда возвращается. Иногда нам кажется, что бумеранг никогда не вернется, но вы знаете, бумеранг иногда просто зависает в воздухе на время, а потом в какой-то момент он проявляется. Самый простой пример сейчас хочется привести, ту ситуацию, которая происходит в мире. И та ситуация, которая происходит с великими миллиардерами, которые считали, что они могут вымывать экономику одних стран, переводить деньги в другие страны. И оказалось, что миллиардеры сегодня, они без ничего, потому что, оказывается, система вот именно вот таким образом их может наказать. Поэтому никогда не смотрите на других людей, что у них там, как их там. Конечно, каждый из нас старается показать, что у него все хорошо, но в глубине души, знаете, очень часто те люди, которые большую часть своей жизни творили не очень всегда хорошие дела, вы знаете, оно все равно проявляется. То есть бумеранг на человека может зависнуть на тот промежуток времени, который вот посчитают высшие силы. Поэтому мы с вами судьи, и не нам решать, что делать. Конечно же, мы хотим всем, чтобы в нашей жизни все было справедливо, все честно, но вы должны понимать, чтобы этого было, мы также должны с вами идеально жить. Но мы этого не можем, потому что мы все с вами люди, мы с вами каждый день учимся, каждый день общаемся. Обращайте внимание на свое окружение, потому что, общаясь каждый день с людьми, даже в вашем окружении вас все равно каждый день учат, потому что приходит каждый день новая какая-то информация. И чтобы что-то изменить, мы должны проанализировать, мы должны прочитать какую-то информацию, правильно, проанализировать и сделать выводы и принять, конечно же, решение. Поэтому ретроградный Меркурий вот сейчас будет очень много чего нам показывать, и вы знаете, не нужно от этого опасаться или бояться. Если вы знаете, что в вашей жизни вот все хорошо, вы идете по плану и будете видеть какие-то вот моменты, нюансы, пожалуйста, не расстраивайтесь, не переживайте, принимайте, знаете, вот как мудрые наши были бабушки или дедушки, мы знаете, вот как дети кричат, шумят, да, мешают вроде бы всем, но мудрые вот уже пожилые люди, они всегда просто улыбаются и смотрят на эту картину со стороны, и им никто не мешает, да, не то окружение и так далее. Вот научитесь быть такими людьми, или, знаете, будьте как киборги.
То есть не принимать всю ту информацию, которая вас окружает, потому что много информации именно связано с вампиризмом, потому что она пытается вытянуть у вас энергию, заставить вас злиться, нервничать, переживать, а значит вы теряете энергию, значит вы передаете свою вот ту настоящую энергию другим эгрегорам, которые питаются, расширяются и увеличиваются. Друзья, мы надеемся, что эта информация для вас была полезна и важна. И мы надеемся, что с 10 мая по 3 июня вы обязательно примете эту информацию к сведению и сделаете так, чтобы в вашей жизни было все прекрасно, все было чудесно и замечательно. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка будет в описании к этому видео. Обязательно ставьте лайк, поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте то видео, которое вам больше интересно. И смотрите, там, скорее всего, для вас много полезной, ценной, важной и нужной информации.